back there somewhere. I'm over here. I'm right over here because the sound comes over. It's like the voice of God. Okay. Голос Бога, он говорит, спасибо. So thank you all for being here. Спасибо всем, что вы здесь, что вы в зале. Yesterday I was talking to a lot of the leadership. Вчера я говорил с большим количеством лидеров на тренинге. So I was talking about yesterday about in this type of business, it's a long-term marathon. Я говорил о том, что в нашем бизнесе, в нашем типе бизнеса это марафон, это не спринт. You're running a marathon in this business. It's not a short sprint, it's a long marathon. Это длинная дистанция, это средний марафон, это не быстрый спринт. A lot of times when you're running that marathon, you're going to want to quit the business. И часто, когда ты бежишь на длинную дистанцию, ты хочешь бросить забег, ты хочешь сдаться. You're going to fall down. Ты хочешь, собственно, упасть и потеряв силы, сдаться. And you're going to get back up. Но нужно вставать и бежать. You're going to go through different sets of emotions. У тебя во время этого забега происходят, собственно, разные эмоции в голове. The best thing about this business, it's a people business. Но самое лучшее в этом бизнесе, что это бизнес людей. And the worst thing about this business is it's a people business. И самое плохое в этом бизнесе, что это бизнес людей. See, people, люди, have emotions, имеют эмоции, feelings, чувства. So, network marketing is about dealing with people and their feelings and their emotions. И сетевой бизнес — это, собственно, работа с людьми, с их чувствами, с их настроениями, с их эмоциями. So, when you're building your business, когда ты строишь свой бизнес, every day you're going to deal with different sets of feelings and emotions. Каждый день ты будешь сталкиваться с разными настроениями, разными эмоциями. How you learn how to manage that is what the difference between someone that becomes successful and someone that fails. И главное в том, чтобы научиться управлять этими чувствами и этими эмоциями. В этом вся разница между теми, кто преуспевает и кто не преуспевает. So, in my life, в своей жизни, how I have learned how to manage it, я научился управлять, когда я учился управлять этими эмоциями, is I try not to take everything personally. Я старался не воспринимать все личностно, персонально. It still is personal. It hurts sometimes. Все, конечно, лично, все, конечно, персонально. У тебя болит сердце, болит душа. But I try to put myself in the other person's shoes. Но я всегда старался, что называется, поставить себя на место своего оппонента, с кем я общаюсь. So if the other person is having a bad day, or they're having emotional problems, or things aren't going right in their business, I try to have empathy for them. Если человек, с которым я общаюсь, если у него сегодня плохой день, плохое настроение, не самые лучшие времена, я старался иметь сочувствие, что называется, к такой ситуации, к такому человеку. Understanding that people's emotions and their feelings are going to change all the time in this business is crucial to understanding how you have success in this business. Понимание того, что эмоции, настроения меняются еще и в разные времена, от того, на каком этапе развития находишься в рамках этого бизнеса, тоже ключевая вещь, чтобы тебе самому преуспеть в этом бизнесе. So when one of your downline members is trying to build their business and they talk about the business, but they just can't recruit anybody. Если кто-то из ваших партнеров под вами все время говорит о бизнесе и говорит снова, но не может никого прорекрутировать, they get discouraged, они разочаровываются, and they want to quit. И они хотят бросить. So what I try to teach them is a very simple philosophy of staying in the business until you get lucky. Что я пытаюсь преподать им, это простую философию. Не бросай, пока тебе не удастся, пока тебе не посчастливится. Excuse me for one second.
So let me say that one more time. I try to teach people that in order to stay in this business long term, they have to stay in it long enough until they get lucky. Для того, чтобы остаться в этом бизнесе надолго, надо определить первый период, промежуток, возможно, тоже долгий, до тех пор, пока у тебя не появится первая удача. This is important in understanding the psychology of this business. Это очень важно с точки зрения понимания психологии этого бизнеса. Because luck has a way of making you successful. Потому что удача, она имеет свой путь к тому, что, собственно, чтобы вы стали, чтобы вы тоже получили кусочек своей удачи, имели свой успех. So, what does that mean, luck? Что такое удача? Что это значит? So, I'll explain what luck means. Я попробую объяснить. So, you have a brand new person in the business. You're a brand new person. У вас, допустим, есть новый человек, совсем новый в этом бизнесе, или вы сами новый человек. And you're trying to build a business, and you're trying to get to executive, and jade, and pearl, and sapphire. И вы пытаетесь построить свой бизнес, и вы пытаетесь пройти по всем, собственно, начальным рангам, по начальным уровням в своей карьере. But you just haven't found that one person that's as excited as you are. Но вы не можете найти, у вас проблемы, вы не можете найти другого такого человека, который вдохновлен и воодушевлен так же, как вы сами. Finding that one person that is as excited as you are is called luck. Вот именно процесс нахождения такого человека, первого своего человека, который будет так же вдохновлен, как и вы, собственно, это и есть первая удача. You never know when that person is going to show up. И сложность в том, что ты никогда не знаешь, когда появится первый такой же человек, как вы. And part of the problem of this business is usually people want to quit right before they get lucky to win. И часть проблемы заключается именно в том, что люди сдаются чаще всего перед самым последним шагом, за шаг до того, как появляется удача. If you want to be a great marathon runner, you want to run the distance and finish the marathon. Если ты хочешь стать хорошим марафонцем, ты, собственно, хочешь научиться бегать на дистанцию и научиться бегать на большую дистанцию, добежав ее до конца. You have to be great at running. Нужно быть успешным в беге, в искусстве бега. Before you can be great at running, you first have to be good at running. До того, как ты станешь успешным в искусстве бега, ты сначала станешь просто хорошим в мастерстве бега. Before you can be good at running, you have to be bad at running. А до того, как ты станешь хорошим, ты будешь посредственным в мастерстве бега. And before you can be bad at running, you have to try and try and try. А до того, как ты научишься бегать хотя бы посредственно, ты будешь пытаться, стараться и пытаться снова и, в общем, чему-то научишься. I just didn't wake up one morning and say, "Oh, I'm a great network marketer." Я не проснулся в одно прекрасное утро и понял, что я прекрасный специалист в нашей индустрии. At one point in my career, на каком-то этапе в моей карьере I was in the same seats as all of you. Я был на тех же задних стульях, на задних сиденьях, как и многие из вас сегодня в зале. And whether you're a leader, whether you're a leader in this business, or you're not a leader in this business, everyone is starting their own race. И лидер ты или не лидер ты в этом бизнесе, все начинают, как я сказал, со своего старта и с общего старта идут своими путями, своими дорогами. Yesterday I talked about comparing yourself to other people. Вчера я говорил о том, как нужно не сравнивать себя с другими людьми. I've never compared myself to anybody. Я никогда не сравнивал, не отсчитывал себя от успеха других. Because the first moment you start comparing yourself the first moment you start comparing yourself to other people is the moment that you have failure.
Потому что как только ты начнешь отсчитывать себя от успеха других людей, это момент, в который ты сразу можешь провалиться. If I compared myself to other people, I would always think that I'm not worthy, I'm not good enough. Если бы я себя сравнивал на ранних этапах своей карьеры с другими успешными людьми, я бы все время думал, что я недостаточно хорош. Your own self-worth, how you feel about yourself inside. Самое важное это то, что вы чувствуете внутри себя о самом себе. Is what determines your success. Это то, что является определяющим звеном вашего успеха. Not what anybody else is doing. Не то, что делают другие, и вы отсчитываете себя от них. So don't compare yourself to other people. Не сравнивайте себя с другими людьми. There might be someone that has joined J.C.S recently that has experience from this industry. They have experience from multi-level marketing. They were in another network marketing company before. Возможно, кто-то присоединился к J.C.S не так давно, но уже имеет большой успех, потому что у него был предыдущий опыт в другой компании из нашей индустрии, и он быстро строит. They're going to have more knowledge, У него больше знаний, more contacts, больше контактов, more skills больше навыков, than you will. чем у вас. So don't compare yourself to those people. Не сравнивайте себя с другими людьми. Only compare yourself to yourself. Сравнивайте себя с самим собой. Create your own time. Создавайте свои временные рамки для достижения чего бы то ни было. So what do I mean by that? Create your own time. Что я имею в виду под этой фразой? When you're running a sprint, you're going to run as fast as you can. Когда ты бежишь на короткую дистанцию, на спринт, надо просто ускориться настолько, насколько ты можешь. Then you get to the finish line and they clock you. They take your time. Ты достигаешь финиша, и они измеряют твое время. Your time is against yourself. То есть ты бежишь, на самом деле, время работает против тебя. Run the clock against yourself. То есть время работает не на тебя, а против. And try to always beat your time. Старайся бежать в том времени, в котором ты можешь, или на такой скорости, которая позволяет тебе твои навыки. So what do I mean, beat your time? How does that apply to your J.C.S business? Как это резонирует с вашим бизнесом в рамках J.C.S? In your J.C.S business, speed is a key factor in your success. В бизнесе J.C.S скорость важный фактор для достижения успеха. So if you join J.C.S today, если вы присоединились к нашей компании сегодня, you have to create your story. Нужно создать свою историю. Your story creates your future. Ваша история – это ваше будущее. Она создает ваше будущее. So if you create a story that sounds like, I'm going to give you some examples of some stories. Если вы создадите историю правильно, я вам сейчас выдам на гараж, что называется, несколько примеров таких правильных историй. So one example of a story is, I joined the business today. Один пример истории вот таков. Я присоединился к бизнесу сегодня. And I tell my upline, I'm so excited about J.C.S. И я говорю своему наставнику, я настолько вдохновлен вашей компанией, And I talk to everybody. что я говорю со всеми просто о ней. I get rejected. Everyone says, oh, that's a pyramid scheme. Но все мне дают, собственно, негативную обратную связь, грязная пирамида. That sounds like some other company. I don't want to do that company. Или говорят, что это такая вот другая же компания, существует такая же, как и вы. Then I get depressed. И у меня появляется депрессия из-за таких ответов. But I keep showing up to the meetings. Но я все равно прихожу на встречи. And I keep telling my upline I'm excited. И я все равно все еще вдохновлен. Now I've been in the business now 6 months. И я в бизнесе уже 6 месяцев. And I haven't even become a pearl or a jade yet. I'm still an executive. И я не стал еще никем, я все еще на уровне executive, не дорос даже до жемчуга или до любого другого, собственно, ранга. My story Моя история is affected под влиянием negatively
негативного. Because it took me 6 months. Негативного моего собственного настоящего, потому что у меня ушло 6 месяцев. And I'm still not a jade or a pearl. И я не достиг еще никакого разумного ранга, будь то джейд или жемчуг. Let me give you a different story. Разрешите мне вам дать другую историю. I joined today. Я присоединился сегодня. I'm excited. Я вдохновлен. I sit down with my sponsor and I write out my goals. И я сажусь с своим спонсором, записываю свои цели. I say, I want to be jade in my first 30 days. Я пишу, что я хочу быть нефритом в свои первые 60 дней. I want to be pearl in my first 60 days. Я хочу быть жемчугом в свои первые 60 дней. And I'm going to go sapphire in my first 90 days. Я хочу достичь сапфира через мои первые, собственно, 90 дней. And my commitment И моя приверженность этому is to achieve this with your help as my sponsor. Достичь, собственно, этого успеха с твоей помощью, мой дорогой спонсор. And I go out and I do it. И я начинаю делать, начинаю работать. Here's the question I'm going to ask you. Вот вам вопрос. Close your eyes, if everyone can just close their eyes. Закройте глаза And imagine this. и представьте себе. There are two people trying to recruit you into J.C.S. Есть два человека, которые пытаются прорекрутировать вас в компанию J.C.S. One person Один has been in the business for 6 months был в бизнесе 6 месяцев and has not even gone jade or pearl. и не достиг никакого уровня, ни жемчуга, ни другого уровня, ни нефрита. They're excited about the business. Он вдохновлен бизнесом. They talk about the business. Он говорит о бизнесе. But they've never qualified for a rank outside of executive. Но он никогда не квалифицировался на какой-то разумный уровень. Then the second person that's trying to recruit you И второй человек пытается тоже вас прорекрутировать. said, I set my goals. И говорит, я вот свои цели себе записал. My first month I went jade. Через месяц я буду нефритом. My second month I went pearl. Через 2 месяца я буду жемчугом. And my third month I went qualified sapphire. И через 3 месяца я буду сапфиром. And I will help do the same for you. И я помогу сделать тебе то же самое. Whose business do you want to join? Чей бизнес? К кому вы хотите присоединиться? Now open your eyes Откройте глаза and think about that. и подумайте об этом. See, people, Люди, human beings, человеки by nature, по естеству своему want to join other successful people. хотят присоединиться к другим успешным людям. If I wasn't successful, Если бы я не был успешным, I wouldn't attract leaders. я бы не привлекал к себе людей, лидеров. I wouldn't attract other leaders that are successful because I wouldn't be successful. Я бы не привлекал настоящих лидеров, потому что я не есть настоящий лидер. See, this is the psychology of the business that you really need to understand because we judge each other. Это психология бизнеса, которую нужно научиться понимать, потому что мы действительно во взаимоотношениях всегда оцениваем друг друга. The unspoken language of this business is a very simple language. Язык, что называется, немой язык или язык жестов, который ты понимаешь в этом бизнесе, он очень прост. Say that one more time. The unspoken language of this business Язык восприятия в этом бизнесе is spoken by the ability for you to show what level of achievement you have within this business. проговаривается, что называется, неким немым образом теми достижениями, теми уровнями, теми рангами, которые ты можешь достичь в этом бизнесе. It's the difference between having success in this business and having failure. В этом и разница между успехом и провалом.
I look back in my career over time. Я смотрю с высоты сегодняшнего дня на свою прошлую карьеру. And I realize that for my success, Я понимаю, что для моего успеха I've always looked at it from I need to be better than I've done before. я всегда старался стать лучшим, чем был я сам до этого. So I've always tried to be better than what I did before. What did I do last year? I'm going to do better this year. Я всегда старался расти над собой. Я старался стать лучшим, чем я был год назад. I compare myself to myself. Я всегда сравнивал себя с самим собой в прошлом. So when I was a brand new person in this industry in multi-level marketing, Когда я был новичком в этой индустрии сетевого маркетинга, I saw all these people that had more success than me. я вот смотрел на всех этих людей, которые были более успешными, чем я. And I would be in the audience like yourself. I would be sitting there. Я сидел в зале, так же, как и многие из вас. And there would be another person on stage И кто-то вот был на сцене, talking about all their success. рассказывал про свою историю своего успеха. I had two feelings go through me. И у меня, собственно, две мысли боролись, или два чувства боролись внутри меня. One feeling was positive, Одно из них было позитивным, and another feeling was actually negative. а второе было негативным. One feeling was like, oh wow, that's amazing, that person did that. Одно из них говорило мне: здорово, превосходно, этот человек столько добился. Then the other part of me said, I don't think I'll ever be that successful. А другая часть меня мне говорила: я не думаю, что я сам смог бы такого достичь. And I would have these negative thoughts. И эти негативные мысли, они, собственно, поражали меня. And in my life, В своей жизни things haven't always been perfect. вещи тоже не всегда работали, складывались идеальным образом. You know, I lost all my money at one point in time in my life. У меня тоже был период, когда я много заработал и все потерял на каком-то промежутке своей жизни. I was living in a room that's probably, I don't know, 2 meters by 4 meters wide. И у меня был период, когда я когда-то жил в комнате, однокомнатной, собственно, комнате, которая была 2 на 4 метра. I was depressed. И у меня был период депрессии тогда. And I didn't want to live. И даже я не хотел, собственно, жить. Мне было как неинтересно жить, собственно. And what changed inside of me Что изменилось внутри меня? was when I was at the lowest point in my life, when I was at the very bottom of my life. Когда я был тогда, собственно, на дне, если можно так выразиться, на дне эмоциональном своей жизни, I realized one thing. я понял одну вещь, It couldn't get any worse than this. что хуже, собственно, ничего сложиться уже не может для меня. And that was the moment everything changed in my life. И с того момента пошла перемена к лучшему. Because I had hit rock bottom. I had hit the bottom of the barrel. Это было абсолютное дно. Я понимал, что это дно вот той самой, дно, абсолютное дно. I was rolling pennies and nickels and dimes and quarters, okay, to go buy food. Я собирал, в общем, монеты, собирал копейки, чтобы купить еды. That was how I survived. То есть у меня был такой период тоже. Я вот выживал, а не жил. So when people say, "Oh, well, you're successful. I can't do this business. You're successful." И когда мне люди говорят сейчас, что ты вот такой весь крутой, успешный, у меня такого никогда не получится. I say, "You have no idea what I've gone through in my life." И я тогда людям отвечаю: у вас нет ни малейшего представления по поводу того, как складывалась моя жизнь, какие у меня были этапы в ней. You only see what you see from me being on stage. You don't know the pain that I've had to go through. Вы видите меня сейчас на сцене, но вы не знаете ту боль, через которую я тоже прошел на каком-то этапе своей жизни. So until someone can actually know the pain that I've gone through in my life, И коль скоро ты не знаешь, дорогой друг, ту боль, через которую я прошел в своей жизни, they don't understand the sacrifices that it's taken to get where I'm at today.
Ты не понимаешь, вряд ли поймешь те жертвы, на которые я пошел для того, чтобы достичь того уровня развития, на котором я нахожусь сегодня. Now, I say this, I don't want you to feel sorry for me. Don't feel sorry for me. Я не пытаюсь, собственно, пробудить в вас чувство, чтобы вы жалели меня. Отнюдь не об этом я говорю сейчас. But every single person in this room has a different story. Я пытаюсь донести до вас, что у каждого человека в этом зале есть своя история. Every single person in this room has a different reason why. У каждого человека есть свое зачем. And every single person in this room wants the same thing. И каждый человек в этом зале на самом-то деле хочет одного и того же. You're looking for something better in your life. Каждый из вас хочет чего-то лучшего, чем у него есть сейчас. We all want something better in our life. Мы все хотим лучшей жизни. You know, we all want something more. Мы хотим чего-то большего. To protect our loved ones, to protect our children, to protect our parents. We all want to do something to protect our families. Мы хотим защитить свои семьи, своих родителей, своих детей, своих, собственно, мужа, жену, тех, кого мы любим. That's why we do this. Для этого мы и работаем. Because we want more for our families. Мы хотим большего для своих семей. You know, as human beings by nature, и это естественным образом происходит. Все люди так живут, все люди так делают. We come from a scarcity mentality. We come from, I don't have enough. I'll never have enough. I'm not sure when I'm going to have enough. Это в людской натуре чувствовать, что ты не имеешь достаточно с тем, чтобы защитить свое будущее. I've been in that exact same spot. Я пытаюсь вам сказать, что я был на таком же месте, как и вы в зале. So when you're running this marathon of J.C.S, the life, it's called the life of J.C.S. You're running this marathon. И когда вы бежите этот марафон J.C.S или проживаете свою жизнь J.C.S, and there's the finish line. И там где-то есть финишная черта. And between the beginning and the end, и между началом и концом, you're going to fall down. Вы, возможно, упадете. You're going to go through all different ranges of emotions. У вас будут разные уровни эмоций. You're going to see people running faster by you. Вы увидите людей, которые будут бежать быстрее вас и будут обгонять вас. You're going to have to slow down and maybe help pick some people up. Возможно, вы замедлитесь и даже остановитесь, чтобы помочь кому-то подняться. But it's not about you starting, it's about you finishing. Но все, в общем, находится не на старте, там, где все были равны, а о том, как вы будете финишировать. Where's your finish line in life? Где ваша финишная черта в жизни? Where are you going to finish that marathon? Где вы закончите этот марафон? I've been asked many times, why do I do what I do? Why do I continue to work so hard? Why do I travel so much? Why do I want to continue to do and work so hard? Меня часто спрашивают, почему я делаю то, что я делаю, почему на своем уровне, собственно, богатства я продолжаю работать очень много, путешествовать очень много, что движет мной. Part of it is part fear. Частично это тот же страх, как у любого человека. If I don't continue working, если я перестану работать, I might lose everything. Я могу все потерять. But then now I think J.C.S is big enough that, I mean, whether it was me or Wendy or Randy or Scott, J.C.S is now what's called an institution. Но на сегодняшний день я отлично понимаю, правда, что даже потеряв меня, J.C.S на сегодняшний день настолько большой, настолько грандиозный, что он стал институциональным бизнесом. И если бы я что-то потерял, J.C.S бы все равно жил. Like the billion-dollar companies of our industry, whether it's Amway or Herbalife or New Skin or Forever Living, these companies are now institutions. Так же, как другие большие бренды в рамках нашей индустрии, компании-миллиардники, они давно стали институциональными, и многие из них уже давно потеряли ключевых людей, которые начинали этот бизнес, они стали большими и, собственно, на века уже. That means whether I exist, if I died tomorrow, если бы я умер завтра, допустим, or something happened to me, или что-то бы со мной случилось завтра, my business would continue for the rest of J.C.'s existence. J.C.S будет продолжаться, и мой бизнес в рамках J.C.S, кстати, будет продолжаться тоже. J.C.S is bigger than any one individual.
J.C.S уже давно больше, чем любой человек, один из нас индивидуально. So when you're creating your foundation for what your future looks like, when you're deciding about what your future is for your J.C.S business, И когда ты создаешь свой фундамент, а потом решаешь, какое будущее стартанет с этого фундамента, и куда ты пойдешь в этом J.C.S будущем. the finish line is down there. Финишная черта где-то там. Each one of you have a different finish line. У каждого она своя. What is that going to be for you? Что в этом для вас? Что вот у вас внутри в голове по этому поводу? What do you want to create from your J.C.S business? Что ты хочешь создать из своего бизнеса J.C.S? A lot of you might be happy with an extra $500 per month. Кто-то счастлив от того, что он научился зарабатывать на $500 больше, чем ранее. I don't know what that translates into rubles, but you know. Я не знаю, что это в рублях, но вы можете перевести. But a lot of you would just be happy with a little bit extra every month. Кому-то достаточно, и даже может быть многим достаточно, несколько больше, чем ранее. Some of you want more. Кто-то хочет большего. There's no floor. There's a floor, but there's no ceiling. Есть, что называется, пол, но нет потолка у желаний. Meaning that you start from right here. Here's the floor. Вот ты начинаешь отсюда. And the ceiling is unlimited. А потолок, собственно, нет предела. You choose what you're going to want to get out of this business by your own decisions about this business. Вы выбираете, чего вы хотите достичь в рамках этого бизнеса, в зависимости от ваших решений и желаний. Everyone in this room has a choice. У каждого есть выбор в этом зале. I have a small window of time. У меня короткое окно времени. I spoke a little bit yesterday. Я говорил немного вчера. And I speak a little bit today. Я говорю еще немножко сегодня. How I use that time to impact your life is important to me. Для меня важно, тем не менее, какое влияние я окажу на вашу жизнь в рамках моего окна времени, выделенного мне. Because I want all of you in this room, every single one of you in this room, to understand one thing. Я хотел бы, чтобы каждый из вас вынес из этого зала хотя бы одну вещь. We are all the same. И эта вещь заключается в том, что мы все одинаковы. There is nobody in this room that I am better than. Нет никого в этом зале, чтобы я мог сказать, что я лучше этого или того человека. We are all the same. Мы все одинаковы. I have just learned Я просто научился. a skill set Научился тому набору навыков that I practice over and over и and умений, over которые and over again. практиковал, тренировал с новым разом, совершенствуясь и совершенствуясь с каждым новым разом. You know, I want to talk about not my success. I want to talk about the leadership success. Но я хотел бы поговорить не о своем успехе, а о успехе лидерства в целом. You know, whether it's Mr. Permakov just going diamond, congratulations. Вот господин Пермяков, он стал бриллиантом. Еще раз хотел сказать мои поздравления. Okay. Whether it's Serge and Eric going emerald. Серж и Эрик, они достигли уровня эмеральдов, тоже мои поздравления, изумрудов. Anybody else that's achieved new ranks in this business, congratulations. И все те, кто достигли недавно нового уровня, нового ранга, всем мои поздравления. What's important Что важно, is to understand one thing. понять одну вещь. Is that all of these people that are achieving ranks Что все те люди, которые достигают новых уровней, are committed to your success. они нацелены на ваш успех. If someone recruited you, if someone sponsored you into J.C.S, Если кто-то вас прорекрутировал, проспонсировал в J.C.S, and they don't have the strongest skills, meaning that they're new too, they're new just like you. и они новички, как и вы, и у них нет серьезных навыков, Go fishing upline. Go looking upline until you find the strongest upline that you can find.
то никто не запрещает вам. Смотрите на их наставников, общайтесь с ними, найдите сильного и умного наставника над ними, с тем, чтобы учиться у него. And you tell that upline, I want to work with you. И скажите ему, я хочу с вами работать. I want to become successful like you. Я хочу быть таким же успешным, как ты. I want to achieve the ranks and grow in this company like you have. Я хочу достичь таких же уровней, я хочу расти так же, как ты рос. I want to have the success like you do. И я хочу иметь такого же успеха, как у тебя. Because a lot of times this happens to my organization. Часто такое случается в моей организации. I will have someone in my downline that I don't know. У меня бывают люди в моих линиях внизу, собственно, люди, которых я не знаю лично. And they're sometimes stranded on their own little island. И они находятся где-то там на своем маленьком острове некотором. Because someone sponsored someone, sponsored someone, sponsored someone, and there's a little bit of a lack of leadership in between that person. Кто-то прорекрутировал кого-то, тот в свою очередь еще кого-то, и так дошло до человека, который, в общем, толковый, но между ними и мной и существует разрыв в лидерстве. For those of you that are hungry for success, для тех из вас, кто голоден до успеха, go find out who your upline is. найдите, кто над вами или над вашим спонсором, кто там еще есть. Because sometimes the upline doesn't know you exist. Поскольку иногда эти люди даже не знают о вашем существовании. I remember in one of my first companies in network marketing. В одной из моих первых компаний много лет назад в рамках нашей индустрии. No one cared who I was. Я помню, что всем было до лампочки, кто я был начинающий. I was somewhere in the middle of the room. Я был где-то там в конце зала или в середине зала. And I was like, I wanted to be successful. И я хотел быть успешным. But the person that brought me in quit the business. Но человек, который меня прорекрутировал, бросил бизнес. The person that brought them in quit the business. И человек над ним тоже бросил. And I felt like, well, I'm all alone. И я чувствовал себя брошенным, одиноким. It wasn't until I decided to take action. I took action. И только когда я решил сам приняться за себя, I decided that I'm going to walk up to the front of the stage. Я решил, что я хочу подняться на сцену. And I'm going to talk to the guy that has the microphone. И я хотел поговорить с тем парнем, который на ней стоял с микрофоном. Because I didn't know what else to do. Потому что я не знал, что делать, собственно. And after I waited around until the end of the meeting. И я ждал до конца встречи, до конца семинара. And I waited about an hour for the guy that was on stage. Я ждал потом человека еще целый час, чтобы тот человек, который был на сцене, вышел ко мне. And he noticed because I just waited and I waited and I waited until everyone got out of his way. И он заметил меня, потому что я ждал и ждал и ждал, пока наконец он не освободится. And I said to him one thing. И я сказал ему одну вещь. I said, I want to become successful like you. Я сказал ему, что я хочу быть успешным, как и ты. Can I be trained by you? Ты можешь меня натренировать? And the guy said, yeah. И этот человек сказал, да. Here's my number. Вот мой номер телефона. Call me on Monday. Позвони мне в понедельник. And I called him on Monday. Я позвонил ему в понедельник. I took action. То есть я предпринял действие. And I set up a meeting. И я назначил встречу. That Wednesday for lunch. Договорился с ним на среду на обеденное время. And that was the beginning of my success. И это стало, собственно, началом моего успеха. I was no longer an empty voice in the crowd. Я не был больше вот этим пустым голосом в толпе голосов. I took action to be something. Предпринял действие с целью стать чем-то или кем-то. It's your job to take action. И это ваша работа принять действие, начать действовать. It's not my job. Это не моя работа. It's your job. Это работа каждого из вас. Thank you very much. Спасибо большое.